Всем привет! Сегодня будем готовить пирог с клюквой на заварном бисквите. Сочный, мягкий, рассыпчатый, с начинкой из полезной клюквы. Это невероятно вкусно. Для пирога нам понадобится 3 яйца, которые нужно разделить на белки и желтки. Белки взбиваем со щепоткой соли. Я сначала взбиваю белки на небольшой скорости. Когда белковая масса увеличится в объеме, станет очень светлой, я перевожу скорость миксера на максимальную. Не останавливая миксера, добавляю 100 грамм сахара и продолжаю взбивать. Параллельно подготавливаю сухие ингредиенты. Соединяю 120 грамм белой пшеничной муки, 20 грамм крахмала, у меня кукурузный крахмал, и половина чайной ложки разрыхлителя. Все это хорошо перемешиваю. В чашу для взбивания яиц выкладываю желтки, добавляю оставшийся сахар в объеме 50 грамм. Взбиваем желтки сразу на максимальной скорости до побеления и пышности. Когда белковая масса стала гладкой, блестящей, стабильной, венчик оставляет ярко выраженные бороздки на белковой массе. Это именно та консистенция, которая нам нужна. Добавляем к белковой массе взбитые желтки и уже без миксера все слегка перемешиваем. Я перемешиваю силиконовой лопаткой. Просеиваем сразу все сухие ингредиенты. Аккуратно, но достаточно быстро все перемешиваем лопаткой в одном направлении, сверху вниз, до однородности. В ковшик выкладываем 35 грамм сливочного масла, я его нарезала на кусочки, и добавляем 35 миллилитров воды. Отправляем на плиту и доводим до кипения. Снимаем с плиты, сразу же добавляем немного готового теста, очень быстро все перемешиваем до однородности и соединяем с основной массой. Снова все аккуратно, но быстро перемешиваем. И у нас должно получиться вот такое вот однородное, эластичное, глянцевое тесто. Далее добавляем в тесто замороженные ягоды клюквы. У меня 70 грамм, но можно и больше. И перемешиваем до тех пор, пока ягоды равномерно не распределятся внутри теста. Готовое тесто перекладываем в форму для выпечки, слегка разравниваем лопаткой. Форму я предварительно покрыла пергаментом, форма у меня разъемная, диаметром 20 сантиметров. Выпекаем пирог в хорошо разогретой духовке до 170-180 градусов по Цельсию минут 35-45. Ориентируйтесь по своей духовке. Выпекаем без конвекции в режиме вверх-вниз до умеренно золотисто-румяного цвета. Остывший бисквит выкладываем на блюдо, украшаем сахарной пудрой, нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Хочу поближе показать, какой пирог в разрезе. Вот такой получился очень нежный бисквит из заварного теста. Очень вкусный, во рту так и тает. Пирог в меру сладкий, с очень приятной кислинкой от клюквы. Это просто чудо, а не пирог. Порадуйте своих близких таким пирогом. Приятного аппетита и увидимся в следующем ролике.